Каждую неделю на стриминговые платформы выходят десятки фильмов, от камерных драм до блокбастеров. Но какие из них действительно стоит посмотреть? В этом обзоре я собрал все самые заметные цифровые премьеры апреля. От долгожданных релизов вроде «Разрушения» до неожиданных находок вроде «Мелочей жизни» и «Тайны в ее глазах». Почти все фильмы из списка уже доступны по подписке или в цифровом прокате, а потому не требуют похода в кинотеатр. Некоторые из них были в кино, но получили вторую жизнь онлайн. В других случаях мы имеем дело с эксклюзивами стримингов. И именно они становятся наиболее интересными в плане впечатлений. Привет, киноманы! Вы на канале Shadow Tavern. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. «Микки 17» – фантастическая драма от Пон Джун Хо, снятая по мотивам романа Эдварда Эштона «Микки 7». Смелая попытка соединить философию, абсурд и зрелищность. В роли главного героя Роберт Паттинсон, исполняющий роль так называемого расходника – человека, чье тело клонируется после каждой гибели. Сюжет построен вокруг экспедиции к далекой планете. Каждый раз, когда миссия становится смертельно опасной, гибнет именно Микки. Его разум перезаписывается, тело воссоздается, и все начинается заново. Только теперь он встречает самого себя. Сам же фильм – масштабная сатира на цикличность труда, бессмысленность подчинения и абсурдность корпоративных систем. Чаще всего в рецензиях отмечается, что второй половине сценария не хватает фокуса, но стилистический фильм – находка. Если вам хочется не слишком серьезного, но энергичного зрелища, «Новокаин» работает как раз на этом уровне. Джек Уэйт играет парня, который не чувствует боли. Редкое состояние превращает его в практически неуязвимого героя в мире, где жестокость – повседневность. Когда после ограбления его возлюбленная становится заложницей, он идет на все, чтобы ее спасти. Каждая сцена – новый способ причинить себе вред, от которого герой лишь морщится. Да, структура фильма однотипна, и повторяемость гэгов утомляет, но на фоне современных экшн-комедий, перегруженных CGI, «Новокаин» выигрывает за счет ритма и яркого образа главного героя. «Большая двадцатка». Виола Дэвис – актриса, способная вытянуть на себе любой жанр, и «Большая двадцатка» не исключение. В этом фильме она играет президента США, прибывшую на одноименный саммит в Кейптауне. Вскоре дипломатическое мероприятие превращается в сцену боевых действий. Террористы, которыми руководит персонаж в исполнении Энтони Старра, захватывают здание, и начинается сражение за выживание. Фильм в духе «Штурма Белого дома» и «Падения Олимпа». Но здесь в центре Виола Дэвис, и это дает другой тон. Динамика сюжета высокая, сцены экшена поставлены четко, без излишней компьютерной графики, а актриса придает фильму эмоциональную тяжесть, которая выделяет его среди аналогов. Да, все выглядит повесточно и абсурдно, но от этого еще интереснее смотреть. «Пепел» – научно-фантастический хоррор с элементами триллера, где персонаж Эйса Гонсалес просыпается на далекой планете без воспоминаний. Команда мертва, станция разрушена, а рядом человек в исполнении Аарона Пола, утверждающий, что он пришел ее спасти. Это тот случай, когда вдохновение играми вроде Dead Space чувствуется в каждом кадре. Сюжет развивается медленно, но атмосфера тревоги нарастает ежеминутно. Постепенно становится ясно, ни персонаж, ни зритель не понимают, что реально, а что результат искаженной памяти. Визуальный стиль – сильная сторона проекта, несмотря на скромный бюджет. Тем, кто любит эстетику а-ля «в космосе никто не услышит твоего крика», фильм однозначно стоит добавить в свой список. «Пулевой экспресс» – японский триллер, представляющий собой переосмысление классического фильма 1975 года «109» идет без остановок. Сюжет строится на смертельно опасной ситуации. На поезде установлена бомба, которая взорвется, если состав замедлится ниже определенной скорости. Водитель поезда – обычный человек, случайно оказавшийся в центре катастрофы. Да, знаменитый фильм с Буллок и Ривзом был вдохновлен именно этим японским олдскулом. Новая версия снята не на студии, а на настоящих поездах и вокзалах при поддержке железнодорожной компании, что придает фильму полную достоверность декораций. Редкий случай, когда японское кино находит отклик у широкой зрительской аудитории вне своей страны. Да, это действительно редко. И все благодаря простой, но крепкой структуре сюжета и напряженной подаче. «Плохая девочка». Николь Кидман в роли могущественной, но ранимой бизнес-вумен, вступающей в роман с молодым стажером. Фильм исследует темы власти, интимности и табу. При этом стараюсь удержаться на грани между психологической драмой и эротическим триллером. И, очевидно, кино вызывает дискомфорт, и в этом его сила. Здесь нет легких ответов. Отношения между героями построены на доминировании и внутренней неуверенности. Параллели с 50 оттенками серого напрашиваются, но «Плохая девочка» интереснее и глубже. Да, не всем подойдет, но однозначно заслуживает места в подборке.
Разрушение. 4 года ожидания, и вот он, новый боевик от Гаррета Эванса. Том Харди в роли уставшего детектива, пробивающегося сквозь слои криминальной сети после неудачной наркосделки. Что начинается как спасательная операция, быстро превращается в жестокую битву за правду. Фильм не притворяется чем-то большим, чем он есть, и это плюс. Чистейшая машина экшена, хореография боев, постановка, операторская работа – все выполнено на уровне. Диалоги здесь скорее функциональны, но это не главное. Главное, как герой падает, встает и снова идет вперед в бой. Возможно, лучший боевик месяца. «Дыхание шторма» – один из немногих фильмов в этом списке, основанных на реальных событиях. Группа водолазов обслуживает трубопровод в Северном море. Из-за технической неисправности один из них оказывается отрезан от остальной команды, глубоко под водой с критически ограниченным запасом кислорода. Фильм держит в напряжении за счет реального хронометража происходящего. Кислород действительно заканчивается с каждой минутой, и решения героев ощущаются как борьба не только со стихией, но и с безразличной безжалостностью технологии. Актерский состав уверенно тянет даже немного шаблонной диалоги. Финал эмоционален, хотя сам сценарий не выходит за пределы жанра. «Мудрые парни» – старомодный гангстерский фильм, в котором Роберт Де Ниро играет сразу две ключевые роли – мафиози Вито Дженовеза и его конкурента Фрэнка Костелло. Режиссер Барри Левинсон и сценарист Николас Пегги, автор «Славных парней», явно хотели вернуть атмосферу старого Нью-Йорка 50-х, но результат получился спорным. Да, костюмы, локации, актеры – все аутентично, но энергии в фильме маловато. Напоминает больше биографические драмы конца 90-х, где интрига вторична, а повествование тянется больше по инерции. Для поклонников жанра или Де Ниро, в частности, вариант годный, а остальным на любителя. «Тайна в ее глазах» – один из самых сильных драматических триллеров апреля. Дейзи Ридли играет мать, чья дочь получает роль в фильме, сценаристом в котором также является отец семейства. В ходе съемок отношения между отцом девочки и одной из актрис начинают вызывать у героини Дейзи Ридли подозрения. Постепенно они перерастают в паранойю, и уже непонятно, что из происходящего реально. Да, звучит слегка запутанно, но во время просмотра все воспринимается намного естественнее. «Тайна в ее глазах» не о фактах, а о чувствах. Подозрение, ревность, страх потерять семью здесь показаны не как вспышки, а как длинный мучительный процесс. Кино об ощущении, что все вокруг рушится, и ты не можешь никому из героев верить. Очень камерно, очень неуютно и отлично сыграно. «Женщина во дворе» – очередной проект от Blumhouse с хоррор-уклоном. Главная героиня – женщина, потерявшая мужа в аварии. Теперь она одна воспитывает 2 детей. Пока она пытается справиться с болью и травмой, во дворе дома появляется загадочная женщина в черной вуале, произносящая фразу, что сегодня тот день. Фильм начинается как психологический триллер, но быстро переходит в более привычный для жанра набор страшных образов, скримеров и остальных стандартных приемов. Это не провал, но и не откровение. Пугающих моментов хватает, да, но особой новизны нет. Подойдет для тех, кто любит легкий хоррор с элементами драмы. «Мелочи жизни» – одна из самых тонких и пронзительных картин месяца. Действие разворачивается в Ирландии 1985 года. Киллиан Мёрфи играет Билла, добропорядочного семьянина, который случайно обнаруживает подростка, запертого в хозяйственном сарае при монастыре. Его дальнейшее расследование раскрывает системное злоупотребление церкви. Фильм неспешен, почти без музыкального сопровождения, но в этой тишине прячется мощная сила. Снято с невероятным уважением к материалу и с полным доверием к зрителю. И это не только социальная критика, это рассказ о том, как личная совесть вступает в конфликт с коллективным молчанием. Очень сильная работа и одна из лучших в карьере Мёрфи. «Мастер». Если вы видели «Пчеловода» с Джейсоном Стейтемом, то «Мастер» — фильм той же команды, но с более серьезным тоном. Главный герой — бывший спецагент, который теперь работает на стройке и воспитывает дочь. Все меняется, когда его босса втягивают в историю с похищением, и теперь герой, очевидно, вынужден вернуться к старым методам, чтобы спасти невиновных. Формально все знакомо: солидный мужчина, насилие, тайные организации, погони и спасение. Но несмотря на предсказуемость, фильм смотрится легко и даже не скучно. Стейтем здесь в своей стихии, строгий, собранный, эффективный. Отличный вариант для поклонников старой школы боевиков. «Вульфмен» или «Человек-волк» – очередное переосмысление классического ужастика от студии Universal, а кто забыл, напомню, студия медленно, но упрямо развивает свою вселенную монстров. На этот раз в центре образ оборотня. Главный герой возвращается в родной дом после смерти отца. Вскоре на него нападает нечто, и он сам начинает превращаться в монстра. У фильма был потенциал: неплохой визуал, сильный кастинг, интересный сеттинг, но в итоге Вульфмен сворачивает на дорогу сюжетных рельс, но идея крутая. И, наконец, «Капитан Америка. Новый мир».
После долгих лет Крис Эванс оставил роль капитана, и теперь щит переходит к Сэму Уилсону, бывшему Соколу. Новый фильм Марвел строится вокруг его попыток адаптироваться к роли символа. В это же время происходит попытка покушения на нового президента США, и Сэму приходится действовать. Не лучший фильм франшизы, но и не худший. Не предлагает новых идей, но просто держит уровень. Основная претензия — предсказуемость. Однако сцены экшена поставлены вполне четко. Для поклонников MCU можно посмотреть. Остальные ждем громовержцев. И на этом у меня все. Апрель выдался насыщенным на жанры и форматы. Хотите атмосферного sci-fi хоррора? Обратите внимание на «Пепел». Предпочитаете боевики, разрушения, новокаин и «Мастер» дадут нужный заряд. Ищите сильные драмы, мелочи жизни, тайна в ее глазах, и даже G20 с Виолой Дэвис предложат совершенно разный спектр эмоций. Список не попытка сказать, какие фильмы лучшие, а приглашение выбрать свое, потому что в потоке новинок легко потерять что-то стоящее. И если хотя бы один из этих фильмов окажется для вас неожиданным открытием, значит, подборка сработала. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь оставлять комментарий и рекомендовать его своим друзьям. И до встречи в следующем. Пока.